Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками, за то, что следите за нашими средами с Костем Бондаренко. Он в прямом эфире. Константин Петрович, приветствую вас. Добрый вечер. Действительно, очень такой насыщенный день, и есть что обсудить. И, конечно, как Ануфрия не пустили в Хмельницкий, и, конечно, как, собственно, вышли на границы Днепропетровской области вооруженные силы Российской Федерации. Конечно, ситуация с Трампом, ну, такая какая-то злокачественная для власти украинской. Ну и власть украинскую тоже обсудим вместе с такими даже историческими, очень интересными оборотами, что СССР как бы есть. Ну, в общем, обо всем по порядку. Начнем, конечно, с топ-темы. Топ-новости дня сегодняшнего – это убийство в Мадриде, под Мадридом, в Испании, Андрея Портнова. Злого, там, могучего, не знаю, зловещего, чье имя нельзя называть, который там отец судебной системы украинской, который был при Януковиче в администрации президента, его руководил, потом, собственно, архитектор всех вот этих кулуарных перестановок в праве, да что там, и нарочито автор там, Уголовного кодекса, например, и ряда других очень важных основополагающих моментов. Человека, который боролся с Порошенко, человека, которого многие знают, кто немножко разбирается и кто понимает в политике украинской. Сразу вот куча версий. Одни говорят, что это выгодно украинской власти, другие говорят, что это выгодно российской власти, чтобы бросить тень на украинскую власть. Третьи говорят, что это там Порошенко мстит. В общем, друзья, мы будем сейчас это все разбирать. Я всем предлагаю как бы обозначить правила, нетрадиционные, сообщество YouTube, вопросы заблаговременно там оставляйте, также в клубе зрителей, в частном моем телеграм-канале тоже переходите, интересуйтесь, там есть возможность задать вопрос. Мы также в прямом эфире, QR-код, если работает вот эта функция у вас, переходите и ваше мнение, ваш, ну не знаю, вы, да, то, что вы спросите, то, что вы скажете, будет на экране. И в конце будем, конечно, подключать чат трансляции. Как вы думаете, что с большей вероятностью стоит за убийством Портнова? И варианты ответов. Политика, в скобочках компромат, выборы, криминал, финансы, разборки, кто-то пишет о каких-то долгах, то есть, ну, вот такие как бы моменты, криминальные. Личная месть. Личная от слова личная. Она может, конечно, сопряжена быть с политикой. Вообще это все может быть, все варианты сопряжены друг с другом. Но вот именно главное это личная месть чья-то. Или устрашение, сигнал кому-то другому. Ну, потому что, как ни крути, Андрей Портнов жил такой, ну, достаточно затворнической жизнью. Он особенно не светился. Очень там единичные интервью его были после начала вторжения. И как бы сам по себе. Единственное, что, где он фигурировал и как можно чаще фигурировал, да, это, конечно, судебные дела, когда он долго, годами судился с разными российскими изданиями, под Демократической партией и USAID, они его называли пророссийским, да, что он там работает на Кремль и так далее. И он постоянно это опровергал, и там на одно издание ему 90 тысяч гривен должно по суду выплатить, другое там еще сколько-то тысяч гривен и опровергнуть то, что о нем писали. В общем, по сути, вот так. Константин Петрович, давайте разберем все 4 варианта, и вообще, как вы, ну вот, отнеслись к этой новости? Кажется, какой-то все равно переломный момент в вообще политике украинской, нет? Ну, переломный я не знаю ли. Я думаю, что ответ на то, что это за убийство, что лежало в основе этого убийства, должно дать следствие. В данной ситуации гадание на кофейной гуще, оно не особо приветствуется. Мои личные гипотезы, они разрываются между третьим и четвертым вариантами, которые вы озвучили. Вот. Хотя что было на самом деле, я не знаю.
многие издания сегодня и многие телеграм-каналы сегодня там пишут о том, что Андрей Портнов – это оппозиционер и так далее, член команды Януковича и прочее, прочее, прочее. Но не был он оппозиционером в последнее время. Извините, пожалуйста, он не был оппозиционером, его позиция, политическая позиция, его взгляды были очень близки к нынешней власти. Более того, в власти, в офисе президента были и остаются даже некоторые люди, которые очень и очень близки для самого Андрея Портнова. Да, с кем он воевал постоянно, да, это были соросята, но он не воевал с Зеленским. Я сегодня написал пост по этому поводу, там начали говорить, что Бондаренко там, значит, пытается обелить Зеленского, пытается каким-то образом оправдать Зеленского. Да не собираюсь оправдать Зеленского. Зеленский должен предстать перед судом, Зеленский должен уйти из власти, и для меня это аксиома, и я в принципе и дальше поддерживаю эту позицию. Но давайте не будем каким-то образом натягивать сову на глобус, как говорится. Вот, как раз я не вижу, где здесь выгода самого Зеленского, в чем Зеленского выгода. То, что Андрея Портнова стреляли, как пишет Влад Сидоренко, казнили среди белого дня в самом центре и так далее, возле школы, показательно, это можно расценивать, что это определенный сигнал. Кому? Я не знаю. Я не знаю, потому что слишком дерзко, очень профессионально и так далее. У Андрея Портнова было очень много врагов. Очень много врагов было среди состоятельных людей, среди людей там, со средним состоянием. Вот. Он был очень сложным человеком на самом деле. Умнейший человек, человек, с которым мне, например, всегда было очень приятно общаться. Мы с ним были знакомы без малого 20 лет. И я только сегодня это осознал, что без малого 20 лет, оказывается, мы были знакомы. И он прошел через несколько политических партий, через несколько политических тусовок. Мы с ним очень активно общались в то время, когда он был заместителем главы администрации президента во времена Януковича. Познакомились мы с ним, когда он был членом команды Юлии Тимошенко, например, то есть тогда еще мы с ним познакомились. Мы с ним встречались в Москве в 2014 году, мы с ним встречались в Вене, после того, как он приехал в Вену, если не ошибаюсь, это было в 17-18 годах, в Украине, когда он вернулся снова в Украину, мы неоднократно с ним виделись, созванивались, то есть у нас было живое общение абсолютно. Нельзя сказать, что мы были очень там, близкими друзьями, но Андрей мне всегда импонировал как действительно глубокий юрист, человек, который мог посмотреть на юриспруденцию под специфическим своим собственным углом, и который у которого было большое количество идей, и которые он пытался воплотить на практике. Вот, когда он продвигал уголовно-процессуальный кодекс, вот, когда он его пытался протолкнуть через Верховную Раду, чтобы его приняли, он просто жил этим вопросом. Он мог часами рассказывать, например, в Дзыкофе, мог рассказывать особенности этого уголовно-процессуального кодекса, чувствовалось, что это его детище. Вот. Незадолго перед гибелью он 6-й раз стал отцом, вот, буквально 3 месяца назад, так, наверное. Ну, понимаете, это еще вдвойне подчеркивает горечь утраты. Он не был затворником, но он не лез на первые полосы или там на какие-то... Он не лез в публичность. Это тоже важный момент, хотя он, наверное, принадлежал к 10 самым влиятельным людям Украины. Так а на что он И влиял? будучи... Что? На что он влиял? Давайте раскроем На... личность, потому что мы много уделим времени Он самому во многом Портнову. влиял на судебную систему Украины, будем говорить откровенно. Он во многом влиял на правоохранительные органы, не прямо, опосредованно, но многие знали, что для решения того или иного вопроса необходимо решить вопросы, в том числе с Андреем Портновым. Вот я поэтому говорю, он был человеком очень влиятельным, но при этом он не был оппонентом власти.
Вот. Он не был во власти, но не был оппонентом власти. Вот что. Поэтому не стоит делать из него оппозиционера ярого, не стоит говорить о том, что это политический заказ или еще что-либо, не стоит говорить о том, что он там стоял поперек горла Зеленскому, Зеленский там решил от него избавиться. У Зеленского огромное количество других грехов, за которые ему еще предстоит ответить. Вот. Но в данной ситуации я честно скажу, я не знаю, кто стоит за убийством Портнова. Но мне действительно безумно жаль, несмотря на то, что мы последние несколько лет придерживались абсолютно разных, диаметрально противоположных идеологических взглядов во многом. Вот у нас были разные оценки войны, у нас были разные оценки деятельности Зеленского команды, но при случае вот, мы абсолютно нормально общались, спорили, вот, передавали друг другу приветы, передавали друг другу несогласие друг с другом, но при этом оставались в уважительном отношении друг к другу. Много писали сегодня об этом, ну, это действительно новость облетела мир. Интересный материал вышел в Guardian, там пишут о том, что убийство Портнова в Мадриде порождает череду целенаправленных убийств в теневой войне между Россией и Украиной. Сотрудники спецслужб в Киеве в частных беседах заявили, что ожидают, что этот тайный фронт вот такой борьбы будет продолжаться годами, даже если наступит перемирие или даже мир. Понятно, что там официально почти никогда Украина не признавала убийства тех или иных людей за пределами страны, даже в Российской Федерации, официально имеется в виду, да, но в каких-то интервью Малюк любил как бы вспомнить об этом, но считается, что Россия тоже, да, вот мастаки на проведение подобных операций, и поэтому все ожидают вот в связке с сегодняшним состоянием переговорного процесса или, например, приближающимся перемирием миром, ожидают, что будут стрелять по всему миру. Что скажете, как прокомментируете? Смотрите, то, что будут стрелять, стреляли и до этого. Вот давайте говорить откровенно, что Испания не является самой защищенной страной в этом отношении, в отношении безопасности тех или иных лиц. Покушение на Шария, украинского блогера. Мы не знаем, до конца не расследовано, что это было. Кто-то говорит, что это там была инсценировка, но большинство склоняются к тому, что это было реальное покушение. Убийство, я уже не помню фамилию этого летчика, который угнал самолет из Кузнецов, да. России, да, и, соответственно, которого потом убили тоже в Испании. Несколько менее громких скандалов и так далее. То есть Испания, она не сходит с полос как раз и криминальной хроники. Что касается, в принципе, каких-то разборок или каких-то точек, где соприкасаются интересы украинских и российских разведок, вот, где ведутся контакты, ну не без этого, понимаете ли, несмотря на всякого рода указы президента и так далее, контакты между украинскими и российскими разведчиками все-таки существуют, и это не секрет. Вот, есть около 5-6 точек в Европе, где обычно происходят контакты, это тоже не особый секрет. Но Испания не входит в это поле. Хотя там, да, действительно есть большое количество. А почему такие вялые испанцы? Ну вот смотрите, если честно, то мы же, давайте, есть с чем сравнить, да? Я не беру сейчас фигур, я не беру сейчас, я просто имею в виду систему, да, то есть у нас в Киеве недавно, буквально на днях, какие-то ездили, стреляли, быстро нашли, тут же в течение там пару часов они уже всех показали, сказали, вот такие негодяи. Точно так же там по нашим событиям. В России так меньше суток. Да, сразу раз, показали, поймали, он уже сидит, дает показания и выводит там следствие на что. То есть оперативно, моментально. Испанцы, если вы вспомнили там Шария, он рассказывал о том, что он бегал, искал полицию, и все ходили вот, извините, сопляжуйством занимались. В принципе, кадры, которые пришли сразу из-под Мадрида возле школы, циничнейшее, конечно, убийство, когда
ребенка отдают в школу, и получается, как ну, пишет испанская пресса, на глазах у детей. Они ходят, ну, простите, топчутся. То Да. есть какая-то странная система. Есть два аспекта. Первый – это, в принципе, американизация правоохранительной системы. Это первое. Ну, почему я говорю про американизацию? В свое время, в 2009 или 2010 году, я приехал в Соединенные Штаты, и я наблюдал, как работают пожарные. Вот. Возле могилы Любавического Рэбе, это, кажется, 5-я авеню в Нью-Йорке, вдруг загорелись венки, которые были возле этой могилы. Приехало, наверное, 6 или 7 автомобилей, пожарных автомобилей, которые обнесли все лентой, значит, и один из пожарных, так все остальные, там, значит, так картинно очень стали, значит, один из пожарных взял этот горящий венок и лениво так отнес его в сторону. И говорю, а зачем? Вот спрашиваю своего знакомого американца, говорю, а зачем так много? Он говорит, на этом базируется наша система. У нас, говорит, не главное, чтобы раскрыть убийство, например, или там преступление, или еще что-либо. У нас самое главное, чтобы налогоплательщик видел, что его деньги идут по назначению. Поэтому надо устроить шоу вокруг любого преступления. Нагнать автомобили, камеры, какие-то там, мигалки, все это должно быть так, как именно в картинах, чтобы люди видели, что они недаром платят налоги. Вот. А раскрываемость преступлений достаточно невысокая. Это говорил сам американец, он говорит, и это не требует, вот именно раскрываемость не требуется, требуется показуха. Вот это существует во многих странах Запада. Вот, и вот эта вестернизация Испании, она тоже, в принципе, и мои знакомые испанцы это тоже подтверждают, что там очень многие преступления раскрываются годами. Второй аспект, это буквально вот неделю назад мы говорили с одним моим коллегой, который тоже сейчас проживает в Испании, он говорит, что во многом все то, что происходит в Испании в последние десятилетия, это до определенной степени, скажем так, постфранкистский синдром. Вот. Если Франко пытался закрутить гайки, создать там определенную там, иерархию, систему там, отношений и так далее, дисциплину, то, соответственно, его преемники начали просто бороться с франкизмом, и это сказывается в том числе на разного рода, там, на тех или иных сторонах жизни. Я думаю, что этот вопрос, почему там так работает, это надо задавать не мне, это надо задавать господину Санчесу. Вот, в основном, ну, если сами граждане Испании довольны этой системой, то кто я, чтобы критиковать их за нынешнюю систему? Я просто попытался объяснить. Безусловно, безусловно. Константин Петрович, как вы прокомментируете буйство радости в отдельных пабликах? Я как раз только собирался, как раз вот не успел, только пытался написать пост по этому поводу. На самом деле это мерзко. Я почитал паблики некоторых украинских звезд журналистики. Я прочитал то, что они пишут. Они откровенно радуются гибели Портнова. Как бы ни относились к тому или иному человеку, но радоваться смерти того или иного человека – это ниже человеческого достоинства, я считаю. У нас это считается абсолютно нормальным. С этим я столкнулся еще в то время, когда убили Лесю Бузину, когда многие высказывали радость от убийства Бузины. Я столкнулся с этим, когда, помните, была авиакатастрофа, в которой погибли хор, один из, там я уже не помню эти детали, в России. Вот, когда погибли люди, которые ни в чем фактически не повинны, но была огромная радость в украинских соцсетях от того, что погибли русские. Доктор Лиза, вот, Ну, или там хора, туриста съела акула, например, да? да. Тоже так. Да, потом, соответственно, уже пошло это. Туриста съела акула, российские туристы погибли в Египте. Вот, какая большая радость. Портнов же, понятно, что имел недвижимость в Российской Федерации, элитную, об этом писали неоднократно, но он же не русский.
Портнов, во-первых, не русский. Во-вторых, Портнов на протяжении всей войны, вот, он активно критиковал Путина, критиковал Россию и так далее, и так далее, и так далее. Он очень активно, он не бывал в России на протяжении всей войны. То есть у него была своя позиция, гражданская позиция. Эта позиция не была, скажем так, пророссийской, как считают многие. Вот. Но одно дело сделать из Портнова такое универсальное зло, как это делают некоторые сегодня. Вот. Ну, извините, пожалуйста, я еще раз говорю, когда я почитал сегодняшние соцсети и что наши там выдающиеся в кавычках журналисты пишут о Портнове, ну, мне просто захотелось просто вымыть руки. Очень интересно, что эта ситуация, ну, она пошла как бы дальше. То есть одно дело там бигус с шампанскими, да, там с чашечками, ой, празднуем всем офисом и так далее. А другое дело, Константин Петрович, когда вот некий паблик, сотрудник ОП+, его давно уже связывают с рупором Банковой Петровым, связывают. Кто правда, неправда, понятно, что канал анонимный, это же не у себя на канале. Я, Петров, вот это пишу. Ну, понятно. Значит, пишет, что там имел влияние в Украине, признает это. И поехали. Шарию стоит внимательно относиться к безопасности. Охрана, которой он платит немаленькие деньги, может оказаться бесполезной. Леша Арестовича тоже касается, слишком много на себя взял, такое не прощается. В свою очередь, Арестович связывает все происходящее прямо, четко с выборами и зачисткой предвыборной. Он, собственно, так и пишет о том, что угроза, а это фактически, да, звучит как угроза, причем не только от этого паблика. Лачен там встрял в перепалку в соцсетях с Шарием, тоже, мол, ты следующий, ну и так далее. Значит, угроза убийством от офисных каналов тут же последовала. Значит, замысел простой: лишить возможных лидеров так называемый электорат ОПЗЖ. Вчера абсолютно ручной КМИС, взятый это я цитирую Арестовича, взятый в заложники Зеленским, нарисовал мне, то есть Арестовичу, 7% доверия, хотя до этого совсем недавно, в предыдущем было 1,5%. Значит, на деле может быть еще интереснее, это уже похоже на фракцию в парламенте. Политический террор, который был развязан режимом Зеленского, превратился в откровенный международный терроризм. Гражданин Украины убит на территории страны НАТО и ЕС. Интересно, как на это отреагируют дорогие европейские партнеры Зеленского. И говорит, что молчать не будет и будет спасать сознание людей от хуторского диктатора и худи диктатуры. Правда, с выборами это может быть связано? И что вы, ну, опять-таки, нет, опять-таки, это понятно версии. Да? Мне интересно вот ваш взгляд на эту версию. Это не означает, что так будет. И правда, что у него был какой-то суперкомпромат на Зеленского, да, с которым он работал? Ну, извините, нет, компромат, возможно, у него и был. У него, возможно, был компромат на многих людей. Я не знаю. Возможно. Просто каждый из нас является носителем компромата на кого-то. Тем более, что если есть какие-то, если человек работал на таких должностях и долгое время и был и с целым рядом людей, вот, то, соответственно, наверное, какая-то информация у него где-то была. Но я не думаю, что это та информация, которая могла бы послужить компроматом. Более того, убийство человека – это не гарантия того, что компромат не всплывет. Очень часто люди для того, чтобы перестраховаться, вот, они специально дают определенные указания относительно публикации того или иного компромата на случай их смерти, гибели, исчезновения, еще каких-либо катаклизмов. Вот. Что касается версии, это версия Алексея Арестовича. Он имеет право на эту версию, я ее не разделяю, эту версию. И, соответственно, в данной ситуации пока нет выводов следствия, они, я не думаю, что будут скоро. Каждый из нас имеет право либо на свою версию, либо же на то, чтобы вообще признаться в том, что версии не существует. Ну, мы вашу версию так и не поняли.
Я же сказал, у меня вот пока что я между двумя. Либо это предупреждение, как вы говорите. Предупреждение кому? Не знаю, опять же. Но это слишком демонстративное все было сделано. Либо же это личная месть людей, которые там вошли в свое время в клинч с Портновым. Один наш общий с покойным Андреем Портновым знакомый, хорошо известный в Украине человек, он сказал сегодня фразу, что Андрей Портнов был человеком очень сложным, с весьма сложным характером. Он как друг, ну вот каждый хотел бы иметь его, ну, многие хотели бы иметь его в своих друзьях, потому что понимали, что он умел дружить очень искренне и очень, скажем так, с самоотдачей определенной. Вот, он был интереснейшим человеком и так далее. Но если кто-то из людей становился его врагом, то этому человеку можно было не позавидовать. Вот. А как-то, знаете, вот финальный штрих к этой всей картине. Понятно, что наверняка будет следствие, наверняка еще будут куча материалов, вскроются какие-то подробности, если вскроются. Да. Тут тоже такой интересный момент. Да? Я просто провожу аналогии с Шарьем не потому, что там, потому что это Испания, вот поэтому, да, и потому что, ну, опять все там зубоскалили, да, по этому поводу, а потому что мы до сих пор и не понимаем, да, кто, как. Вот в Британии, да, например, уже там третьего украинца поймали, который бросал коктейли Молотова в дом Стармера, машину Стармера. Почему-то украинцы, представляете, лепшего друга, да, Стармера. Вот таким вот образом поступили. Если верить британской полиции, британским спецслужбам, то русские и украинцы отличаются тем, что украинцы бросают бутылки с коктейлями Молотова, а русские пробирки с новичком. Да? Да. Это главное отличие. Ну, то Вот. есть, то есть вы понимаете. Да. Но, смотрите, Испания... Один штрих, один важный штрих. Смотрите, это Стерненко. Да. Еще свежи вот эти предания об этой стрелявшей женщине, влюбившейся в какого-то ФСБшника, который обещал ей увезти в Европу на чистку почек и вообще жить долго и счастливо, и денег дать, и вообще будет все хорошо. И она вот уже такая полубальзаковского возраста уже в это поверила, взяла ПМ и стреляла в него, эти все кадры благодарности. Он из больницы записывал обращение, благодарил Малюка, Зеленского, всех благодарил. И тут он смеется над фактически трупом у себя в соцсетях. Ну, это мы же помним, что Стерненко – это фактически иллюстрация к песне, известной песне Высоцкого. Вот. Я могу взбеситься, тогда я графу прострелю, excuse me, ягодицу. Да? Так что в данной ситуации... Но, не хотелось бы как раз именно в этой ситуации как бы шутить. Вот, поэтому я вернусь к теме убийства Андрея Портнова. Смотрите, дело в том, что может быть самое худшее в этой ситуации, учитывая то, что Испания находится под серьезным британским влиянием сегодня в Европе, серьезным британским влиянием, я бы очень предостерег, чтобы мы повелись на то, что нам сейчас расскажут о политизации этого дела. Я не думаю, что там замешана серьезная большая политика, какая-то межгосударственная политика. Вот. Но мне кажется, и не только кажется, просто есть определенные сигналы, которые поступают сегодня, в том числе из Великобритании, что очень многим хочется увидеть там именно политический заказ, именно политическую подоплеку, и не просто политическую подоплеку, а большую политику, мол, что это специально для того, чтобы сорвать большие переговоры, еще что-либо. Ну, то есть такие моменты, вот очень бы не хотелось, чтобы увели нас именно в этом направлении. Если переместиться на внутриукраинскую историю, слушайте, ну, у нас Bloomberg выдает такую какую-то лютую для Украины вообще вещь, говорит, что Трамп, судя по их источникам,
Ну, понятно, он отказывает в санкциях, отказывает в этой поддержке давления на Россию, вот в этих всех 17-18 пакетах. Сегодня очень интересная была перепалка с Рубио, которому там журналист: так Путин военный преступник? И он формулирует то, что происходит, конечно, военное преступление, но мы там ведем переговоры. Так Путин военный преступник, а он еще раз уходит. То есть это все заметили, это все поняли и прям взяли и написали: Рубио не ответил на вопрос, военный ли преступник Путин. А Трамп говорит, что, ну, судя по там, беседам с окружением, которые стали доступны Bloomberg, что он верит в победу России, поэтому так себя ведет. Момент истины, кажется. Нет, смотрите, в последнее время, вот после прихода Трампа к власти, агентство Bloomberg начало позволять себе действительно не просто непроверенную, а иногда придуманную информацию. Вот полистайте, пожалуйста, большое количество, процентов 80 всего того, что говорил Блумберг относительно Украины, относительно американской позиции по Украине, относительно американско-российских переговоров, относительно, скажем так, возможных мирных договоренностей вокруг Украины, возможных вот этих планов сделок по недрам и прочее. Вот. Оказывается, что очень многое было многое было придумано под видом того, под соусом того, что это наша внутренняя информация, наши источники и прочее, вот, сообщает. Bloomberg, к сожалению, превратился сегодня в один из инструментов в руках глобалистов в борьбе против Трампа и его окружения. Вот, кстати, то же самое наблюдалось и в 2017, 2018, 2019 годах, когда Трамп стал президентом первый раз. Он тогда даже встречался в самом начале своей президентской каденции, он встречался с представителями средств массовой информации. Тогда у него была известная перепалка с представителями Вашингтон-Пост и Нью-Йорк Таймс, где он им прямо сказал о том, что вы занимаетесь постправдой, вы занимаетесь фактическим перекручиванием фактов, вы просто превратились в боевые листки. Так вот, в этой ситуации сейчас все больше и больше средств массовой информации, которые ранее дорожили своим именем, которые ранее воспринимались как серьезный источник информации, превращаются в источники дезинформации. И я думаю, что необходимо разного рода сообщения, в том числе агентства Bloomberg, очень серьезно проверять на... Даже это не на достоверность. Достоверность это такой очень относительный вопрос. Здесь необходимо просто проверять по тесту «верю-не верю», а также смотреть на то, что какое количество анонимных источников используется при освещении той или иной темы. Лавров сегодня говорит, что давайте перемирие, а потом будем переговариваться, и там посмотрим. Уже эта формула не работает. Соответственно, вот эти все пляски вокруг некоего будущего меморандума, они продолжаются, но пока вообще на непонятной стадии. Россияне готовят, мы готовим, будет ли общий, вообще не ясно. Но, судя по всему, война будет продолжаться, пока не почешутся переговорные группы, не ускорятся. Но они как-то особенно не торопятся. Что происходит на Насколько, этом треке? насколько мне известно, переговорные группы готовятся в ближайшее время уже приступить к переговорам, но параллельно тоже, насколько мне известно, не буду утверждать, что это абсолютно достоверная информация, но эта информация уже на уровне инсайдов существует, что стороны готовят личную встречу двух президентов, которая может произойти в одной из ближневосточных государств уже в ближайшее, самое ближайшее время. И вот два параллельных процесса, вот, даже три параллельных процесса. Первый – это постоянная работа технических комиссий, то есть которые согласовывают какие-то моменты, связанные с техническими задачами, техническими вопросами. Они работают постоянно, без шума, пыли, к ним не привлекается внимание. Это на уровне специально уполномоченных экспертов. Вот. Второй момент – это официальные группы. Вот переговорные группы, которые формируются российской и украинской стороной, которые, в частности, встречались, вот, например, в
Стамбуле, но при этом группы эти как бы уже договариваются о том, чтобы о новых местах встречи, о новых переговорах, и вполне возможно это будет уже в самое-самое ближайшее время. Соединенные Штаты пытаются использовать свое влияние как определенный стимул для того, чтобы в том числе украинскую группу подтягивать к этому процессу. Ну и третий момент – это подготовка, уже именно подготовка встречи двух лидеров, о которой в принципе, обе стороны сказали, что да, она состоится, вот, намекнули, но не сказали, когда. Вот инсайды говорят, что в ближайшее время в одной из стран Ближнего Востока. Вы говорите о Зеленском и Путине. Нет, о Путине и Трампе. А потом уже, ну смотрите, логика следующая. Логика следующая, что существует несколько линий переговорных процессов. Не существует одного переговорного процесса вот, по решению проблем войны. Существует переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном. Москва и Вашингтон ведут диалог, в том числе и об Украине. Не только об Украине. Я несколько раз говорил, что забудьте, Украина является одним из, но не самым главным узлом противоречий в отношениях. Они ведут между собой. Далее. Россия дает понять, что на самом деле Украину они не считают полностью субъектным государством, Украина зависит от Соединенных Штатов, поэтому Соединенные Штаты должны взять на себя часть обязательств относительно будущего урегулирования вопросов, связанных с Украиной. То есть мы договариваемся с Соединенные Штаты должны нажать на Украину, Зеленский должен взять под козырек. Дальше существует переговорный процесс, который больше имитационный между Украиной и Россией. Пока что он более имитационный, но подписывать все равно придется Украине и России договоренности. Основные переговоры между Россией и Соединенными Штатами, а подписывать будет Украина в силу своей несубъектности, скажем так, или слабой субъектности. Далее, существует переговорный процесс между Украиной и европейскими государствами, которые находятся в легкой фронте или в оппозиции к Трампу. Вот. С Великобританией, Францией, Германией, Польшей и прочими мы видели эти все встречи. Как минимум дважды на протяжении этого месяца уже встречались лидеры. Вот. Существует переговорный процесс между европейскими государствами и Соединенными Штатами по поводу Украины. То есть большое количество переговоров, вот, которые в результате создают только путаницу во многом. Ну а еще добавьте плюс ко всему, что практически каждый день еще вбрасывается огромное количество слухов, инсайдов, разного рода документов и так далее, которые должны создать еще определенную дымовую завесу вокруг этих переговоров. Поэтому получается определенная каша, получается какая-то какофония в этом всем процессе, и никто не может понять, а что же в принципе происходит. Так вот, что произойдет реально на исход этих переговоров, влияет только первый уровень переговоров между Москвой и Вашингтоном. Все остальное это, извините, на это имитационное действие. Вернемся к Лаврову и о том, что перемирия не будет. Ступ, финский президент, финляндский, он говорит, что на следующей неделе будут технические переговоры осуществлены по прекращению огня. Вместе с этим мы видим какую-то, такую медиа-активность разных, причем господ военных, включая Жеку Карася и всех остальных, которые нам говорят, что, ребята, какое перемирие? Не будет никакого перемирия, все на фронт, все для победы, лютуют ТЦК, отлавливают всех, кого можно, все вперед, в высших учебных заведениях раздают анкеты специальные студентам, мол, давайте заполнять, а там такие длинные, на 3 листа, в общем, куча вопросов с вариантами ответов, а как бы вы пошли, а пошли бы вы, а как ваши родители отнесутся, а друзья, это такой какой-то полупсихологический, какой-то профориентационный опрос проводят. То есть нас готовят к тому, что никакого перемирия не будет, все будет идти так же, как и сейчас, и дальше. Однако, что примечательно, возвращаясь к Лаврову, сегодня разные паблики российские опубликовали фото группы солдат России, которая на фоне колючей проволоки с флагом российским, и заявляется, что это граница с Днепропетровской областью. Мол, все, достигли границы. И это все достаточно живет
и бьет ключом и бурным цветом, потому что и картинка есть, и, собственно, колючая проволока, прям это длинное заграждение какое-то, то есть визуально понятно, что это, ну, как бы, да, колючая проволока, граница области. Вместе с этим, буквально во время нашего эфира сейчас Лысак, Днепропетровский губернатор, военно-гражданский начальник, пишет: это фейк, это фото, которое как бы иллюстрирует, это тоже они не соответствуют действительности. И вот специально опубликованы врагом, чтобы призвать жителей нашего региона посеять панику и дестабилизировать ситуацию. Не ведитесь на провокацию, только официальным источникам доверяйте. Утверждает он, что это как бы у села Троицкое, и как бы немножко можно выдохнуть. 3 километра еще до Днепропетровской области. Ну, извините, неделю назад был 1 километр, сейчас 3 километра. Но я что-то не слышал об военных успехах вооруженных сил Украины в последние дни, которые позволяли бы говорить, что ВСУ отбили там 2 километра территории в районе Днепропетровской области. Относительно колючей проволоки, ну, вызывает сомнения, потому что я не знаю, чтобы между административными единицами в составе Украины была не натянута колючая проволока, были там какие-то линии, скажем так, полосы нейтральные и так далее. То есть это больше атрибуты государственной границы. Разве что можно предположить, что изначально на границе Донецкой и Днепропетровской областей изначально были там построены определенные фортификационные сооружения, вот, в надежде, что российские войска не пройдут через эти фортификационные сооружения именно ровно вот на границе Днепропетровской области. Возможно. Я не знаю, могу честно сказать, потому что я не видел, как выглядит сейчас граница Днепропетровской и Донецкой области. Если там действительно колючая проволока, то возникают вопросы вот к Украине, к украинским властям, почему именно по линии административной границы областей созданы эти укрепления. Украина готовится таким образом действительно отдать территории, ну, это вопрос. Что касается разного рода воинствующих лиц, я неоднократно говорил, еще раз подчеркну, что в Украине очень сильна партия войны, в том числе и тот же Карась является элементом этой партии войны. Большое количество медийных персонажей, которые постоянно не сходят с экранов единого марафона, большое количество военных, которых постоянно заставляют говорить разного рода вещи такого реваншистского характера и милитаристского характера. Все они являются элементами партии войны, во главе которой стоит Владимир Зеленский. В их руках основные средства массовой информации, в их руках силовые структуры, в их руках структуры, которые задействуются, опять же, для прессинга относительно недовольных граждан. Все это существует, и поэтому понятное дело, что они нагнетают военную истерию и далее, потому что для них война является способом жизни, и они понимают, что окончание войны для них лично является завершением их нынешнего положения. Вот. Поэтому обращать внимание стоит на заявления Карася и прочих, исключительно исходя из интересов и задач, которые стоят перед партией войны. Но, опять же, она не всесильна, и на многие процессы влияют именно переговоры между Вашингтоном и Москвой. Слово Вашингтона будет, в конце концов, окончательным вердиктом для украинской власти. Послушаться она не может. Тем более после того, как на протяжении последних 2 недель или там 2 недели назад был ратифицирован договор о недрах, вот, после которых Соединенные Штаты стали фактически сюзереном Украины уже де-факто, а не уже де-юре, а не только де-факто. Вот. Вы же видите, что сегодня даже Трамп даже позволил себе сказать, что зачем Зеленский летал в Южную Африку?
Это же, в принципе, каждое государство само определяет, куда, с кем вести, какие переговоры. А тут Трамп отчитал Зеленского, что кто позволил. А потом он сегодня встречается с президентом Южной Африки, ЮАР, да? А потом выключил цвет и показал там нарезку, как, ну, в общем, ну вот, белое, там, черное, там проблема же, да, извечная. Конечно, ну, не будем забывать, что Южная Африка сейчас немного в контрах с Соединенными Штатами, она больше принадлежит глобальному югу, государство БРИКС, и, соответственно, Трамп решил таким образом немножко поиграть на нервах и на амбициях президента Южной Африки. А, Очень тяжелое событие на фронте, причем мы так только один эпизод рассмотрели, а на самом деле в Донецкой области очень тяжело. В Сумах очень тяжело. Вовсю звучат, уже прям рассматриваются варианты. И сегодня было сообщение, ну это вряд ли, ну, там, Хортицу, да, вот это будут обвинять в том, что они российские фейки распространяют, да, или как работают на ЦИПСО, ИПСО и так далее. Они говорят, что собирается группировка возле Харькова, там севернее Харькова на границе, то есть Сумы, Харьков появились в оперативных планах Российской Федерации. Даже Путин, приезжавший сегодня и говоря исключительно о гуманитарных вопросах, ну там Курской области, ему губернатор отчитался, что вся область освобождена, что, ну вот, да, то есть, и там он с волонтерами встречался, там, распорядился продолжать выплаты по 65 тысяч рублей лицам, которые оттуда были эвакуированы и перебрались дальше, вглубь страны. То есть встреча исключительно была такой, да, то есть внутриполитической, вот именно такой, деловой, направленная на там, россиян, на повестку не военную. Но все равно проскочило, когда у него Хинштейн там говорит, что вот, нужно, чтобы нас обезопасить, захватить Сумы. Тот пошутил, Путин говорит, что видите, как у вас губернатор всегда хочет большего. Константин Петрович, как вы видите сейчас, параллельно с вот этими всеми переговорными треками, которых вы упоминали, возможно ли реальная угроза Сумам, Харькову и, ну, фактически, да, там... Не столько Сумам и Харькову, сколько Сумской, Харьковской, Черниговской областям. Вот, дело в том, что еще в марте прошлого года, после событий, которые имели место в таком известном населенном пункте Теткино, помните, вот, Путин тогда проводил целых 3 совещания с силовиками на протяжении 1 недели, и тогда возник вопрос относительно необходимости санитарной границы, санитарного кордона, определенного коридора между Украиной и Российской Федерацией именно в этих областях. Коридор примерно на 30 километров. И тогда даже многие эксперты рисовали эту карту. Они смотрели, что там отходит часть Черниговской области, там вплоть до там Сумская и Харьковская области, там несколько достаточно крупных населенных пунктов. И этот санитарный кордон подходит вплоть до города Харькова, вплоть до северных окраин города Харькова. Соответственно, я думаю, что эта концепция никуда не девалась, и эта концепция не пересматривалась. Ну, тут же возникает важный момент. Да? Якобы Мединскому приписывают эти слова на переговорах в Стамбуле. Ну, я понимаю. Дело в том, что то, что приписывают Мединскому, на самом деле еще в ноябре, в начале декабря прошлого года абсолютно всерьез обсуждалось западными экспертами относительно дополнительных областей, на которые может претендовать Россия. Один из документов, которые были представлены Трампу еще в конце ноября прошлого года, он был подготовлен венгерскими политиками, вот, из окружения Орбана. Его так многие так и называют этот документ, меморандум Орбана, на 60 страницах и так далее, в котором речь шла о том, что России в результате войны могут отойти как раз не 5 территорий, а 7 почему-то. Не назывались какие. Не назывались эти территории, поэтому кто-то говорил про Одессу и Николаев, кто-то говорил про Харьков, Сумы. Но
Вот. Эта тема, она всерьез дискутировалась в экспертных кругах, в журналистских кругах, в политических кругах на Западе. Потом они и забыли фактически. А сейчас, когда боевые действия ведутся, в том числе в Сумской области, в Харьковской области, а теперь уже сегодня там говорят о рейде в Брянск. Если рейд в Брянск, то это значит под угрозу ставится и Черниговская область. Сразу снова начали вспоминать о том, что такие планы, такие документы все-таки существовали или существуют. Константин Петрович, параллельным курсом сегодня опять, да, вот поднимается на гора, ну, если так говорить о первопричинах войны, ведь мы так обсуждали с вами самые такие яркие моменты, да, ну, когда поражались многим украинцам, которые считают себя патриотами Украины, которые там радовались смерти Портнова, убийству такому циничному и такому, ну, ужасному. Но параллельным курсом ведь происходят вещи такого порядка, да, немножко мельче, но тоже очень тяжелые. Ну, например, нардеп Пипа пишет заявление, теперь не просто межнациональная рознь, а госизмена блогеру из Днепра, ну, девушке-блогеру из Днепра, Анне Алхим, которая там уже вроде как и как могла, да, открестилась от всего. А сегодня в Хмельницком, в соборе, ждали Ануфрия, настоятеля Украинской Православной Церкви. Да так ждали, что поначалу только приходили, собрали людей, там местная власть постаралась, в общем, много народу пришло, мусоровозы подкатили, бутыли со свиной кровью тоже к храму, митинг, даже вышеупомянутого там Жеку Карася некоторые заметили в этой всей, ну, скажем так, протестующей массе. И, ну, Ануфрий вынужден был отменить этот визит в храм. Там потолкались, поругались, устроили перформанс. Все думали, захватывать будут. А оказалось, что, ну, просто вот это вот все. А акция, что Ануфрий не приехал. То есть мы видим, язык и религия, да, только вчера там сказал Лавров, что там, Россия будет защищать православие на украинских землях. Причем он не сказал там присоединять, там еще что-то, а вот защищать православие. У нас все предпосылки для того, чтобы это было этнической и религиозной войной. Смотрите, за последние десятилетия только два государства, правительства двух государств предприняли определенные шаги, направленные против той или иной конфессии, против конфессиональных групп. Первое государство – это Украина, которая борется с Украинской православной церковью, причем на официальном уровне пытается запретить одну из крупнейших деноминаций в Украине, православных деноминаций. Второе – это Мьянма, где при подстрекательстве официальных структур буддисты произвели резню рохинджа, мусульман рохинджа, именно по религиозному принципу. Резня по религиозному принципу. Это было, если не ошибаюсь, 2017-2018 год. Ну, кстати, чат подсказывает, Сирия вот была совсем недавно. Алавиты, да. Еще, да, именно алавиты – это еще третье государство. Да, абсолютно согласен. Так вот, в таком, скажем так, достаточно сомнительной компании оказалась Украина. Такой сомнительная компания. 1 мая этого года Трамп при этом создает Национальную комиссию по религиозным свободам, которая заявила о том, что она будет бороться за религиозную свободу не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире. И с призывами защищать религиозную свободу, право людей на вероисповедание, право на свободу совести,
Вот с этим выступает Джей Ди Венс очень активно. Это один из его таких политических коньков, с которым он выступает. Я думаю, что и Трампу, и Джей Ди Венсу будет очень-очень интересно и полезно узнать о том, что происходит в Украине. Вот, и кто стоит за этим. Плюс ко всему добавьте абсолютно провокационную деятельность такого человека, как Еленский, Виктор Еленский, один из советников президента, который уже заявляет о том, что они готовятся сейчас полностью запретить Украинскую православную церковь. Там он выставил кучу разного рода требований, там, что если, то и так далее. Но по большому счету это значит, сдавайтесь, капитулируйте, переходите там, значит, и так далее, гарантируем теплую еду, кровь и так далее. Нет, Наши души. смотрите, там же как вот подается сейчас, он выступал, я видел фрагмент интервью на Радио Свобода, говорит, вообще нет вопросов к УПЦ, вообще, Да. то есть, Но там, только вы должны определенные базисные принципы от них отказаться. нет, говорит, служите, служите, православие вообще никто не трогает, выйдите из структуры РПЦ, вот так Они вот. уже вышли в мае Так а 2022 почему года. Еленский об этом не знает? Так в том-то и дело. Он говорит, этого мало. Давайте еще сделайте там определенные шаги. Канонически сейчас Украинская православная церковь фактически отмежевалась в самом начале войны от Русской православной церкви. Вот. Но есть определенные процессы, которые не делаются с кавалерийского наскока. Существует целый комплекс правил, канонов и всего прочего, что необходимо пройти. Вот. И эти каноны были приняты Вселенскими соборами. Их невозможно, скажем так, перескочить только потому, что там надо отчитаться перед президентом. Вот. И поэтому есть определенная очередность действий, которая необходима для осуществления. Ну, вообще, знаете, я когда-то пошутил по этому поводу, что у украинского православия есть три основных врага. Три основных врага. Зеленский, Еленский и Вселенский. Три человека, которые сегодня просто делают все для того, чтобы уничтожить украинское православие. Так а война станет религиозной и этнической? А это не дай бог, потому что религиозные войны, религиозные конфликты, межконфессиональные конфликты – это те конфликты, которые сложнее всего потом каким-то образом прекратить, потому что в религиозных конфликтах очень много иррациональных моментов, которые очень сложно преодолеть. Да, друзья, доголосовывайте, пожалуйста, в вопросе нашего сегодняшнего эфира. Скоро будем подводить итоги. Один только вопрос, уже такой исторический, и чтобы настроить нашу аудиторию тоже на вопросы, потому что перейдем сейчас к сессии ответов на вопросы. Сегодня Кобяков, это советник Путина, выступил и фактически сказал, что, смотрите, вот если распад СССР был как бы незаконен, то, соответственно, и Украина как бы не существует. Ну, то есть окно Авертона в пересмотре вообще основоположных документов, как Украина обретала независимость, как страна. До этого вчера там Медведев говорит, что вот это вот сейчас история с меморандумом стамбульскими или другими, не знаю, ватиканскими, швейцарскими переговорами, там, контактные группы, вот этот трек, это как бы последний шанс Украины на государственность, иначе будут другие пути, и государства Украины не будет. Это вот так декларируют в России. Но тут очень интересный исторический момент. Смотрите, многие уже отмечали, и неоднократно есть, даже вот у меня на канале есть эксперты, там, даже из Болгарии тоже, да, о том, что распад Советского Союза, да, вот, условно, встретились три деда, чего-то распилили и, в общем, страну развалили. А Горбачев потом рекламировал пиццу. То есть, вот так. Его, скажем так, основоположные документы Украины, декларация о суверенитете, потом референдумы, да, которых было два, они вообще не предполагают курса в НАТО, вот эти все истории. То есть изначально мы, получается, как нарушаем вот этими там своими претензиями на светлое европейское натовское будущее. Свои базовые принципы, соответственно, мы так отменяем свой суверенитет.
Ну, есть прям мнение об этом. Там даже дальше пошли. Сейчас там говорят вовсю, сейчас форсится информация, что Зеленский там отменяет украинцев как коренной народ и ну, какими-то там, да, своими нововведениями. И вообще, то есть вообще украинец уже как бы, ну, в общем-то, перестал быть не то что гражданином, да, ну, в общем, статус украинца вообще меняется последнее время. То есть глубоко и фундаментально юридически над этим работают. Что вы думаете по этому поводу? Действительно ли открываются такие окна Авертона, когда условно всем потом выйдут и скажут: о, ребята, а вы не украинцы? Нет, ну смотрите, в России в свое время, еще в 90-е годы, в начале нулевых годов, была дискуссия относительно того, как писать правильно, русский или россиянин. Да? Вот. Тогда Станислав Белковский еще шутил, что правильно писать народ-дру. Да? Так вот, это, ну, это шутка, конечно же. Но что касается, вот, решили, что, значит, русский – это этническая принадлежность, россиянин – это гражданская принадлежность. В Украине нет такого размежевания. В Украине украинец – это и этническая принадлежность, и гражданство фактически. И поэтому Украине, под словом украинец, это может быть и человек, который с деда-прадеда себя считает вот именно там, что его предки были там украинцами, малоросами и так далее, которые здесь жили, на этой территории сформировались, для которых характерна украинская культура и так далее. Но украинцами точно так же считают и украинских евреев, украинских русских, украинских там болгар и прочее. Они тоже украинцы, потому что по гражданству они украинцы. Вот это существует определенное такое определенная двойственность. Вот. На это, кстати, это не новая тема. На эту тему обращали внимание еще во времена Кучмы, что у нас нет деления на этническое, гражданское, скажем, самоименование. Вот. Но тогда считалось, что это небольшая проблема. Как бы. Вот. Что касается там, заявления о том, что Советский Союз незаконно распался, поэтому он как бы существует де-факто, ну, извините, пожалуйста, но воссоздать сейчас Советский Союз в тех рамках, в которых он существовал по состоянию на 91 год, практически невозможно. В свое время Александр Мороз сказал слова, которые потом начали приписывать Путину, потому что Путину не понравились, и он их повторил, что те, кто не жалеют за Советским Союзом, у тех нет сердца, те, кто хотят его воссоздания, у тех нет головы. Вот, и, соответственно, эта фраза уже стала хрестоматийной. Понятное дело, что любой союз, который может возникнуть на обломках СССР, а прошло всего 30 с небольшим лет, то есть небольшой период времени в рамках истории с момента разрушения Советского Союза. То есть что-то может быть создано, но это что-то уже не будет Советским Союзом 2.0, это не будет новым Советским Союзом, это будет некое новое объединение некоторых государств. Вот, например, Белоруссия и Россия там создают некое межгосударственное объединение с серьезной координацией действий между собой, с сохранением суверенитета государств, некое подобие конфедерации. Существуют другие там тенденции других государств, которые тоже сближаются, но при этом остаются суверенными до конца. И знаете, вот сейчас вы цитировали Кобякова, но дело в том, что есть такой российский политолог. В свое время он работал в администрации президента Российской Федерации, Модест Колеров, который буквально 2 недели назад писал: «Вы хотите восстановить СССР? Это вторая мысль, это параллельная мысль, опять же, из России. Хотите восстановить СССР? Первым же результатом этого будет включение внутрь нашей страны 15 миллионов бандеровцев, 6 миллионов прибалтийских неонацистов, 15 миллионов закавказских этнических националистов, 60 миллионов туркестанских трудоголиков и того 100 миллионов тех, кто похоронит нас и наших детей. Зачем?» Спросил Колеров. И эта мысль тоже существует. Ну, несмотря на то, что я не согласен, понятное дело, со многими формулировками, но суть уловлено, я думаю. Суть легко уловить того, что, в принципе,
имеется в виду у другой части российской элиты, причем Модест Колеров к либералам там точно не относится, скажем так, это просто другой взгляд на то, что нужно ли повторение СССР. Да, еще буквально одну реплику. Когда-то мы с моим российским коллегой еще задолго до войны говорили о том, что в Украине слишком некритично воспринимают одну цитату из Бжезинского. Бжезинский когда-то говорил, что без Украины невозможно возрождение Российской империи. И мой коллега российский сказал мне, говорит, кто сказал, что Россия восстанавливает Российскую империю? Россия строит новую транснациональную корпорацию, фактически государство, транснациональная корпорация, в котором Украина, как минимум, будет, скажем так, не совсем профильным активом. Я просто, понимаете, а у нас какая-то дочка, понимаете, этой корпорации. И связи транснациональные как бы стараемся в другую сторону. Только не получается. Да. То есть понятно, что, давайте так, современный подход вообще к функционированию государства с его там разными изъянами, это все равно такой какой-то корпоративный подход. Ну вот, давайте так. Потому Понимаете, что, дело в том, нет, что, смотрите, что корпорации, они добивались результатов, ну там, да, открытие научное, какие-то там, или товары какие-то там, хай-тек, что-то такое действительно прорывное. Государства этого не добивались. Если сейчас пишут, допустим, там, это американский, например, там, Starlink или Starship, или туристические полеты в космос, или какие-то там, не знаю, изобретения, да, там, робототехника, все остальное. Это не государство. Вот в том-то и дело. нет, я понимаю, корпорации в первую очередь добиваются прибыли, сверхприбыли. Вот, в первую очередь. Вот, а уже, понятное дело, в том числе за счет разного рода технологий, разного рода изобретений и так далее, которые они могут представить как свой уникальный продукт. Если России есть что сегодня представить, а если она активна сегодня на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, в Африке и так далее, значит, нечто там потребляется, произведенное в России. Пусть это будут ядерные реакторы, которые строятся там от Бангладеш и до ядерной дипломатии там идет. Есть такое понятие. Так вот, пусть это будет там какие-то зерновые сделки, пусть это будут какие-то вопросы, связанные с военно-техническим сотрудничеством, но это потребляется. Значит, эта корпорация существует, значит, эта корпорация на чем-то зарабатывает. Она может противостоять санкциям, она может вести определенную автономную деятельность. Я не знаю, как долго она может ее вести, насколько хватит запаса прочности, но она ведет, она выстояла под давлением. Значит, эта корпорация существует в условиях конкуренции с другими корпорациями. И вопрос, а надо ли ей брать на баланс еще дополнительные, там, скажем, государства, присоединять, чтобы превращаться в империю. Вот, это момент. А многие верят, что Россия ведет войну ровно для того, чтобы поглотить Украину, потом за Украиной там Прибалтику, потом другие государства, воссоздать союз. А зачем? Ну, потому что, опять-таки, я вот отношусь Тут два момента, понятное дело. Или это просто громкие слова, которые там разобьются об исторические, ну, вот Кобякова, да, об исторические какие-то аргументы. Или это прям может вырисоваться в определенный мегатренд, большой, крупный, такой вот мейнстрим. Понимаете? Постепенно, Вы возможно, говорите, что-то. зачем? Вот смотрите, тут же другой момент. А Украина зачем? Нет, в данной ситуации я Зачем считаю, Беларусь? да, я считаю, нет, что касается Украины, вот в данной ситуации я считаю, что Украина является в первую очередь не столько, там, скажем, тем государством, на территории которого идет там посягательство ради посягательства. Вот. Да, некоторые территории присоединяются от Украины. Некоторые территории пытается Россия захватить. Но говорить, что Россия хочет поглотить полностью Украину, мне кажется, что это нонсенс. Это первое. Но в целом Украина превратилась в полигон. Полигон противостояния между Россией и Западом.
Ну, тут просто вы когда задаете вопрос «зачем?», то есть тоже интересная версия, это мы беседовали сегодня с Денисом Неведомским, тоже готовим Да, там про программу интересную. В общем, это вот так вот версия, допустим. Есть западная цивилизация, да. то есть мозги западной или там душа западной цивилизации это всегда была Британия, мускулы, сила, мощь, Америка, страны-сателлиты, Европа, вот это вся, то есть со своей историей. Это вот западная цивилизация. Русская цивилизация, душа, это все-таки Украина, отсюда началась Русь, да? Мощь, мускул, это вот эта громадина Российская Федерация от Дальнего Востока там, до западных границ с ресурсами, неимоверным количеством земли и возможностей. Плюс какие-то страны-сателлиты. Азия, там та же Беларусь, которая вроде как союзное государство, но она ну, вот, в орбите, то есть, да, ну, возможно, какие-то другие государства, партнеры и друзья. То есть и вот эти цивилизации, да, у них они не могут, то есть а, нам там нет места в западном как бы блоке, потому что мы цивилизационно другие. Что вы думаете по поводу По такой теории? Хантингтону мы действительно, мы с Россией, Украина и Россия принадлежат к одной цивилизации, православной цивилизации. Хантингтон в свое время, Сэмюэл Хантингтон, который является чуть ли не одной из икон современной интеллектуальной мысли, вот, он таким образом поделил, что вот есть православная цивилизация, к ней принадлежат и Украина, и Россия. Но на каком-то этапе Украину решили каким-то образом выдернуть из этого цивилизационного пространства и присоединить к другому, абсолютно чуждому ей. Ну, не абсолютно, но в принципе были связи, понятное дело, взаимопроникновение цивилизации существовало, но придать абсолютно неестественный процесс цивилизационного строительству. Понятно, что это не особо срабатывает сейчас. Вот. Я не совсем согласен относительно того, что является душой, что является мускулами в западном мире, что является душой, что является мускулами в мире, скажем, православном. Там немножко другие процессы, об этом можно спорить, говорить. Конечно, схема нарисована красивая, но она не совсем действенная. Но в целом, да, Украину пытались оторвать от России, превратить Украину в антироссию. Этот процесс длился несколько десятилетий. Вот, обострился после 2014 года. Максимальное обострение с 2022 года. Вот, и в целом вот, мы сейчас являемся действительно свидетелями противостояния между Россией и Западом вот, во многом. Украина является полигоном, и Украина является призом. Да, друзья, подведем итоги нашего опроса. Как вы думаете, что с большей вероятностью стоит за убийством Портнова? 10% личная месть, 19% криминал, финансы, разборки, 27% устрашение, сигнал кому-то другому, кому-то еще, то есть кого-то решили запугать. Или политика, компромат, выбор, это победитель, ну, условный победитель. Победителя в этом ужасном, скажем так, переборе версий нет. 44% считают, что это компромат какой-то, выборы, исключительно политическая история. Право каждого, я не согласен с этой позицией. Ну, бесспорно, Да, конечно. Значит, да. вопросы, которые сегодня поступили. Начнем пожалуй, с клуба зрителей в телеграм-канале. Насчет убийства Портнова, значит, Полина Реутова в эфире российского радио сегодня сказала, что наиболее вероятно, что это бизнес-разборки, но не исключила расправу со стороны офиса Зеленского. Также было сказано, что убитый поссорился абсолютно со всеми, вплоть до российских силовиков, при въезде в Россию. Ранее кидал своих соратников от Тимошенко до регионаров. Степ Шария по поводу его смерти все восприняли за инсайт. Это вообще кощунство, потому что он с ним враждовал, его публично угрожал расправой много лет. Как вы думаете, реально ли то, что к убийству могут быть причастны те, кого Портнов кинул на деньги, и что это может быть совсем не офис, несмотря на работу Портнова, находящегося ныне в заключении на находящегося Коломойского в СИЗО? Спасибо за смелость Одна из берегите версий себя тоже и... сегодня звучала Да. относительно Коломойского. Но что касается того, что он кинул кого-то на деньги, я честно не слышал ни разу относительно подобного рода факта. Вот, что где-то кого-то он кинул на деньги. Не знаю такого факта.
Сегодня убили Портнова, ранее это следующий пользователь, пользователь С. Значит, ранее Зеленский отдавал приказ на ликвидацию Дмитру Кану. Эта попытка оказалась безуспешной. Как вы считаете, идет ли сейчас целенаправленное физическое устранение политиков, способных публично выступить против? И может ли Дмитрук стать следующей целью? В нынешнем мире возможно все. Вот, и поэтому я бы советовал многим политикам, особенно наиболее активным, наиболее радикальным политикам, вот, очень серьезно ну, предпринять определенные меры для укрепления своей безопасности. Вот, да, ходят упорные слухи, что после определенных попыток, определенных действий на территории Евросоюза Украине было уже поставлено неформальный там, на вид, что прекратите вот эти вот на нашей территории свои действия. Вот можете, вот есть Россия, вот езжайте в Россию и там отстреливайте. Понятное дело, что это все на уровне слухов. Я не буду утверждать, что это так и есть. Вот, но то, что сегодня нельзя быть никому уверенным в своей безопасности, это однозначно. Сообщество YouTube. Добрый вечер, Александр. Константин Петрович, вопрос короткий. Отказ от единогласия в ЕС– это начало заката ЕС? А дело в том, что не было единогласия в ЕС. Ой, извините, пожалуйста, нет, точнее, единогласие в ЕС, то есть я имею в виду, что консенсусное право было всегда. То есть я не совсем понял суть вопроса. Да, закат ЕС– это попытки подчинить меньшинству большинству, что будет вызывать острую реакцию меньшинства. И это был один из основополагающих принципов консенсус, вот, обязательный консенсус при решении тех или иных вопросов. Да, это может быть началом конца Европейского Союза. Мгм. Значит, вопрос такой, не кажется ли, что эксперты всем морочают голову? Это пользователь пишет, он длинный вопрос, сокращу, с вашего позволения. Но неужели после всего этого там указы обсуждают Зеленского и прочее, без сомнения, и полезное дело, неужели после всего этого не ясно, что он просто громоотвод? В здравом уме никто не может представить, что актер, который пришел к власти благодаря обещаниям сладким и сериалу, смог подобрать под себя все силовые структуры страны, все спецслужбы и прочее. Ведь если это так, он просто гений, македонский, Черчилль, Сталин в одном флаконе. Почему никто не пытается понять роль спецслужб в управлении нашей бедной страной? Разве не интересно, кто таким образом контролирует власть в Украине? Почему никто не... Все, конечно же, эксперты, если они серьезно занимаются изучением политических процессов, конечно же, изучают и то, как действуют силовые структуры. Но давайте говорить еще более глубоко, копать более глубоко. Давайте тогда следить за тем, кто контролирует силовые структуры в Украине. Вот, потому что считать, что СБУ, военная разведка или внешняя разведка являются настолько сильными и самостоятельными, что они исключительно контролируют Зеленского, это будет тоже преувеличение, потому что над ними тоже стоят абсолютные иностранные советники, которые дают им конкретные задачи, которые направляют их деятельность. Поэтому следует говорить о Зеленском как об олицетворении системы, политической системы, в которую входят в том числе и силовые структуры, и что эта система является глубоко не самостоятельной в своих действиях и глубоко не субъектной в своем развитии. Мгм. Значит, Константин Петрович, здравствуйте. От всего сердца благодарю вас за ваш труд. Вопрос. А что если версия о проекте «Антироссия» с разрушением и ослаблением России была поверхностной и ошибочной? На самом деле целью была именно Украина. Ведь при любой агрессии извне Россия обязательно бы вступила на стороне Украины в войну. А так гибнут украинцы, россияне. Украину делят США, Британия, Франция. У кукловодов ручки чистые. Спасибо, Роберт, Нидерланды. А зачем Украина в таком случае, если на кону может стоять Россия? В России большее количество ресурсов, в России большее количество, скажем, территорий и так далее, и так далее. То есть с точки зрения стратегии,
вот, стратегии долгосрочной, Россия как раз более интересный лакомый кусок как раз для тех же западных игроков. Вот. А Украина в этом отношении играет роль инструмента. Добрый вечер, Александр. Кость, такой вопрос уважаемому гостю, как великолепному знатоку истории. Кость Петрович, расскажите, пожалуйста, про расстріляне на Відродження. Бытует мнение, что люди, которые туда входили, пострадали за украинский язык и письменность на украинском. Если это так, то каким образом сохранился украинский язык и его притесняли? Его так притесняли во времена Советского Союза, как ныне утверждает наша пропаганда. Ведь наши папы и мамы, дедушки, бабушки, которые учились в школах и вузах в то время, прекрасно учили украинский язык и говорили, что притеснений его изучения не было. Никто из-за него никогда никого не расстреливал. Пусть Кость хотя бы вкратце расскажет про украинизацию, которую большевики проводили. Ну, большое спасибо за ваши труды. На самом деле это очень сложная история, она неразрывно связана с историей репрессий в Советском Союзе. Просто было очень много деятелей, которые пострадали не только из-за того, что, или не, в первую очередь не из-за того, что они писали на украинском языке, а некоторые из-за своих взглядов, некоторые из-за своих связей, которые у них были с теми или иными людьми. Некоторых оклеветали, некоторые там стали жертвами своих каких-то идей и прочее. Но на самом деле история 30-х годов еще ожидает своего исследователя. Понимаете, нам необходимо избавиться в оценках истории 30-х годов, нам необходимо избавиться от Медведевщины. Помните, Рой Медведев был такой, от Рыбаковщины, дети Арбата и так далее. Необходимо фактически по-новому поднять документы без конкретных каких-то ярлыков и обвинений, потому что у нас же как все происходит. Сталин был параноиком, поэтому он расстреливал всех подряд. Вот. Просто потому, что он был кровожадным тираном, и все. Вот. А в Украине еще и плюс за то, что они разговаривали на украинском языке. Но на самом деле, если бы только речь шла об украинском языке, то расстреляли бы и Тычину, и Рыльского, и Бажана, и целый ряд других, целую плеяду действительно талантливых украинских поэтов, писателей, там, Корнейчука того же и прочих, которых сегодня специально забывают, вымарывают из украинской истории, потому что они неугодны новой концепции. Так что, скажем откровенно, среди расстрелянного Возрождения тоже было очень много не только талантливых людей, но и графоманов, и случайных людей, которые просто попали в литературный процесс. Так что чистки касались в первую очередь политических определенных моментов. А давайте не забывать, что Украина, Киев, Киевский военный округ были одним из центров, которые вот в Москве воспринимали как возможный центр сопротивления, или же, скажем, не столько сопротивления, сколько фронта по отношению к Сталину. Сталин действительно боялся определенных политических процессов. Да, действительно, заговор против Сталина существовал, и это последние документы, которые вот опубликованы за последние десятилетия, показывают. Но реально можно сказать только одно, что мы не знаем масштабов, полных масштабов именно этих заговоров, готовящихся, и степени той защиты, которую, или же нападения, которое предпринял Сталин. Уничтожить полностью украинскую культуру, украинскую литературу, украинских деятелей не стояла такая задача, вот, не стояла изначально. Но у нас другая сейчас историческая концепция. 30-е годы требуют еще своего исследователя. Да, значит, пользователи спрашивают, когда будет совместный эфир между мудрым Бондаренко и гениальным Щелиным, востребованный контент. Предварительная договоренность, если ничего не изменится, вы видите, как все меняется очень стремительно, что каждый там первый понедельник месяца, да, начиная вот уже с июня, вот мы будем в таком формате встречаться и обсуждать действительно такие важные, глубокие, ну, такие серьезные темы. Константин Петрович и Павел не против. Поэтому приглашаем вас, конечно, Я друзья. только за.
У нас была одна встреча с Павлом, вот, благодаря Александру. Вот, нам обоим очень понравилось общаться, так что я думаю, что будем общаться и далее. По поводу лета и весны, значит, вопрос. Андрей Попович задает. 27 января Буданов сказал, если до лета не произойдет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины. Так вот, сегодня 21 мая. К чему все идет? Очень серьезным процессом для существования Украины. Вот, негативным процессом. Буданов от своих слов не отказался, насколько мне известно. Ну, Буданову можно верить в этом отношении, вы считаете? Буданов, по крайней мере, обладает той информацией, которая, например, мне недоступна. У меня нет, у меня нет повода не доверять Буданову. Если бы Буданов сказал, что летом мы будем пить кофе на набережной Ялты, как он это уже один раз говорил, я бы не поверил. Вот. Если он говорит о пессимистических прогнозах, вот почему-то хочется верить. Я не знаю. Не потому, что я пессимист, не потому, что я желаю, скажем так, каких-то бед или же несчастья Украине. Наоборот, я очень болею за Украину. Но что касается вот именно подобного рода прогноза, вот почему-то именно негативным прогнозом в устах Буданова как-то верится более охотно, чем бравурным. Это да. А Роман Полярный. Здравствуйте. Многие блогеры и ведущие отмечают, что в случае поражения Зеленского и его команды их ждет суд и так далее. Вспоминая Турчинова, Кулю в лоб и других деятелей, которые стояли на Майдане, а сейчас разбежались по Европе, в это слабо верится. Стены Яценюка нет, Турчинова нет, все про... Ну, там, любили, с них спроса никакого. Возможен ли для команды З такой же вариант? И кто тогда будет отвечать за всю политику Украины последние 12 лет? Спасибо. Понимаете, дело в том, что отставки Турчинова, там, Яценюка и прочих, они не привели к разрушению системы. Зеленский, это фактически, многие надеялись, что это будет новая система, но фактически это стало продолжением той системы, которая выстраивалась с 2014 года. Вот. Разрушение системы может начаться не столько благодаря там, отставке Зеленского, сколько благодаря еще дальнейшему наступлению команды Трампа на позиции тех глобалистов, которые стояли у истоков Майдана и которые, в принципе, и возглавили вот эту так называемую зеленую революцию, так и не состоявшуюся в Украине. Вот. Поэтому вся надежда на разрушение системы и на то, что старая система, связанная с теми же демократами и другими представителями глобального Запада, вот, что она будет каким-то образом отвечать за все то, что происходило на достаточно большой территории Восточной Европы на протяжении последних 11 лет. Так, значит, Кость Петрович, Медуза, чат трансляции, пожалуйста, ответьте на вопрос. Если бы знали, к чему все это приведет, стали бы просвещать самостийность нации? Александр, пожалуйста, задайте вопрос. Вы знаете, я на самом деле сторонник того, что вот я был в молодости, в 89-м, 90-м годах активным участником процессов, которые тогда сопровождались большим романтизмом, большим всплеском эмоций и так далее, плюс, понятное дело, молодость. Потом я, конечно же, осознал целый ряд процессов, которые произошли, их необратимости и так далее. И, скажем так, я желаю счастья Украине. Я очень болею за Украину, я патриот Украины вот в этом отношении. Но я считаю, что Украина должна сейчас остановиться и подумать относительно своего пути в дальнейшее. Потому что то, что было в 91-2022 годах, эта история под ней должны подвести итог. Необходимо создавать абсолютно новое государство, абсолютно новые формы, вот, и думать относительно того, как эти формы воплощать. То, что это новое государство не должно быть антироссией, это однозначно. Так, здравствуйте, Людмила Тарновская спрашивает. Скажите, что это значит и какие параметры справедливого и долгосрочного мира с Россией, о котором говорит Зеленский? Не считаете ли вы это требование сторон как две параллельные линии, которые никогда не пересекутся? Где выход? Спасибо, берегите себя. В том-то и дело, что пока что это разговор слепого с глухим. Каждый вкладывает в вопросы справедливого мира свое понимание.
Зеленский считает, что справедливый мир – это когда российские войска полностью уйдут с территории Украины и отдадут и Донбасс, и Крым, и все то, что сейчас оккупировано. Соответственно, и плюс ко всему желательно еще и Кубань, чтобы подарили, потому что это на картах 2018 года нарисовано. Вот, так, что касается России, она считает, что раз пролита кровь за эти территории, эта территория занята, то, соответственно, эти территории должны принадлежать России. То есть два подхода, у каждого свое понимание справедливости. И поэтому я думаю, что поскольку между Украиной и Россией найти общий знаменатель невозможно, провести общий знаменатель невозможно, поэтому разговор будет в первую очередь между Россией и Соединенными Штатами, а потом уже Соединенные Штаты будут давить на Украину с тем, чтобы или же там на каком-то этапе войдут в клинч с Россией для того, чтобы продемонстрировать еще и свое видение справедливости. Но справедливость по-американски, она всем хорошо известна. История 200 с лишним лет американской независимости – это история сплошной, в кавычках, справедливости. Вопрос. Отношение к белому населению в ЮАР – это новая мировая тенденция? Нет, это не новая мировая тенденция, потому что этот как раз белый апартеид, так называемый, он как раз, то есть фактическое истребление или же выдавливание белого населения с территорий ЮАР, вот, и не только ЮАР, а и других государств Юга Африки. Это тенденция, которая началась еще при Нельсоне Манделе и продолжилась в дальнейшем. И сейчас она набрала уже оборотов. В 2006 году, например, Йоханнесбург был еще, можно сказать, процветающим центром с дорогими бутиками и так далее, и так далее. А сейчас поедете, посмотрите в Йоханнесбург, посмотрите, что там происходит с бизнесом, которым некогда владели белые. Может ли Украина быть и стать федерацией, спрашивает пользователь Kind Cat. Теоретически, да, и мы неоднократно уже здесь говорили о том, что федеративное устройство, оно предлагалось еще отцами основателями, в частности, Вячеслав Черновол предлагал Украину как определенную федерацию 10 исторических земель. 10 исторических земель вместо 27 административных единиц. Вот. Потом Черновола просто все, скажем так, затюкали, он отказался от своих слов. В 90-е годы несколько раз проводили конференции, в том числе в стенах Верховной Рады относительно федеративного устройства Украины. Были разные варианты этого федеративного устройства. Но потом, знаете, как обычно это бывает, за дело взялся Медведчук и испохабил всю идею. Вот, потому что эту идею сразу же отождествили с российским влиянием, с тем, что это в первую очередь Россия продвигает федеративное устройство, что федеративные республики являются внутренне неустойчивыми, хотя опыт Индии, Бразилии, федеративной республики Германии, Соединенных Штатов Америки и так далее показывает именно обратный пример России, опять же. Но у нас эту тему похоронили. Вот. Я думаю, что если бы Виктор Владимирович Медведчук не брался за эту тему, вполне возможно, что был бы больший прогресс в этом направлении. Да, ну и финальный вопрос от пользователя. Здравствуйте, Константин Петрович, когда выйдет аудиоверсия Джокера? Вот честно, вот буквально сегодня у меня был снова разговор относительно того, что существуют там некоторые заминки. Человек, который взялся за аудиоверсию, он сказал, что практически уже там готовы определенные моменты. Осталось завершить юридическую часть и там определенные моменты финансовые тоже там подчистить. Так что я очень надеюсь, что скоро это все появится. Я сам очень надеюсь на это. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что этим вечером побывали на нашем прямом эфире. Константин Петрович, я благодарю вас за время и мысли. Спасибо и вам, и до новых встреч. Друзья, берегите себя, добра и света. Увидимся совсем скоро. До скорого.